Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видеомастер-класс по вязанию маленькой сумочки кроссбоди из полиэфирного шнура. По размеру сумочка получилась высотой 19 см и шириной 22 см. Загляните в описание под видео, там вы найдете артикулы Валберес на фурнитуру для сумочек. Также подписывайтесь на мой канал. Материалы для вязания сумочки. Я использовала полиэфирный шнур толщиной 3 мм. Мне понадобилось 300 метров шнура. Также крючок для вязания номер 4 и дополнительно крючок номер 3. Фурнитура для сумочек. Замочек магнитный на болтиках. Цвет белый никель. Два колечка 20 мм. Полукольца 20 мм, 4 штуки. И готовый кожаный ремешок с карабинами, длина 120 см. Для вязания ваших сумочек вы можете использовать похожие материалы. Начинаем вязание, оставляем короткий кончик 5 см и набираем цепочку 41 воздушная петля. Вяжем первый ряд. Пропускаем первую петлю, начиная со второй петли, вводим крючок за заднюю полупетельку. Вяжем столбиками без накида 40 петель. Итак, продолжаем вязать до конца ряда, всего 40 петель. Закончили первый ряд. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Вяжем второй ряд. Вводим крючок за дальнюю полупетельку и вяжем столбиками без накида 40 петель. Так продолжаем вязать до конца второго ряда. Закончили второй ряд. Далее вяжем третий ряд. Вводим крючок за полупетельки из двух предыдущих рядов и вяжем столбиками без накида 40 петель. Так продолжаем вязать до конца третьего ряда. Заканчиваем третий ряд, связали 40 петель. Далее все ряды вяжутся точно так же, как и третий ряд. Давайте свяжем четвертый ряд. Вяжем за полупетельки из двух предыдущих рядов 40 столбиков без накида. И так продолжаем вязать до конца четвертого ряда. Закончили четвертый ряд.
И у нас получается вот такой рисунок петель. Далее мы с вами продолжаем вязать точно так же, как третий и четвертый ряды, вверх до высоты 35 рядов. Мы закончили, связали всего 35 рядов по 40 петель в каждом ряду. Здесь мы смотрим, у нас крючок находится сейчас наверху слева. Это у нас внутренняя сторона сумки. Теперь давайте посчитаем по рядам. Обратите внимание, что здесь после первого ряда у нас идет углубление, и начиная со второго ряда мы считаем ряды. У нас должно получиться 17 рядов по внутренней стороне сумки. Переворачиваем. Это у нас внешняя сторона сумки. Здесь после первого ряда у нас сразу идут полосочки, рисунок петель. И по ним мы считаем, у нас должно получиться 18 рядов. Итого получается 35 рядов всего. Также давайте измерим полотно. Длина 29 сантиметров и высота 17 сантиметров. Увеличиваем петельку и проносим через нее весь клубок. Таким образом мы закрываем петлю, но не отрезаем рабочую нить. Вяжем 36 ряд. Отступаем 7 петель от начала ряда. Вводим крючок в 8 петлю. Для узора нам нужно вязать за петли из двух предыдущих рядов. Переносим нитку, делаем протяжку, делаем одну воздушную петлю, затем вводим крючок опять в эту же петлю и, начиная с нее, вяжем столбиками без накида 26 петель. Итак, мы продолжаем вязать, вяжем 26 петель, и в конце ряда у нас должно остаться 7 петель. Мы связали 26 петель, в конце ряда осталось 7 петель не провязанными. Теперь переворачиваем, вяжем следующий ряд. Это у нас 37 ряд. Точно так же, как мы вязали узор в предыдущих рядах, вяжем 26 столбиков без накида. Итак, мы продолжаем вязать до конца ряда. Мы закончили 37 ряд. Ну и далее, как вы уже поняли, мы продолжаем вязать наш обычный узор. И по каждой стороне у нас должно получиться по 6 рядов этим узором. Тогда у нас здесь получатся одинаковые углы. Итак, мы закончили. Давайте посмотрим. Это у меня внутренняя сторона сумки. Здесь у меня получается дополнительно связано 6 рядов. Переворачиваем на внешнюю сторону сумки. И здесь у меня тоже связано дополнительно 6 рядов. Итого всего мы с вами связали 47 рядов. Теперь мы можем сделать последнюю воздушную петельку. Отрезаем кончик нити. И также, если вы работаете, как и я, с полиэфирной пряжей, то кончик нити можно подпалить, чтобы он не распускался. И затем мы прячем кончик нити внутри петель последнего ряда. Также в начале у нас тоже был кончик нити, и его тоже можно спрятать внутри петель.
Затем мы с вами вяжем вторую точно такую же деталь для сумки и пока откладываем их в сторонку. Далее мы вяжем ручки для сумки. Оставляем длинный кончик 20 сантиметров. Набираем цепочку 31 воздушная петля. Вяжем первый ряд. Первую петельку пропускаем, во вторую петельку вводим крючок за полупетлю и вяжем столбиками без накида всего 30 петель до конца ряда. Закончили, связали 30 петель. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. В следующем ряду вводим крючок за обе полупетельки и вяжем столбиками без накида 30 петель. Закончили, связали второй ряд и далее продолжаем точно так же, как второй ряд, вяжем в высоту до пятого ряда включительно. Итак, мы закончили, связали 5 рядов по 30 петель. Далее делаем воздушную петельку и теперь два края ручки прикладываем друг к другу и через крайние петли провязываем столбиками без накида 30 петель. Мы закончили, связали 30 петель. В конце делаем воздушную петлю. Оставляем кончик нити 20 сантиметров, отрезаем нитку и вытягиваем нитку из последней петли. Закрываем. Далее пришиваем полукольца. Нить у нас должна быть с краю, с правой стороны. Берем тонкий крючок, крючок номер 3 у меня это, и делаю обычные стежки. Всего нужно использовать 4 отверстия, по 2 стежка в каждое отверстие. И кончик нити прячем внутри петель. Теперь точно так же мы пришиваем второе полукольцо. Мы сделали с вами одну ручку для сумки. Давайте измерим ее. У меня получилась длина 27 сантиметров. И точно такую же мы вяжем вторую ручку для сумки. Пока откладываем их. Далее нам нужно пришить две половинки сумки друг к другу. Для этого я беру тонкий крючок номер 3. Прикладываю сумку
лицевыми сторонами вовнутрь друг другу, а внутренние стороны смотрят сейчас наружу. И далее мы работаем по одной стороне пока. Берем новую рабочую нить и соединяем два уголка вместе друг с другом и завязываем узелок. Далее делаем воздушную петлю и далее уже вводим крючок в крайние петли по каждому ряду и пришиваем две стороны сумки друг к другу с помощью столбиков без накида. Здесь не принципиально важно, сколько вы будете делать петель. Самое главное, чтобы у нас стороны не были стянуты. То есть чем больше петель, тем лучше. Желательно по каждому ряду делать по 2 петли. Но по окончании того, как я пришила две половинки, у меня получилось около 27 петель. Далее продолжаем, пришиваем до конца этого ряда. И вот так у нас выглядит с внешней стороны. Итак, мы закончили. Вот здесь у меня получилось 27 петель. Ну, это не принципиально важно. Может быть чуть-чуть больше или меньше. Теперь мы закрываем петельку, но не отрезаем рабочую нить. Теперь мы вот так складываем уголки и переносим нитку на боковую сторону. В данном случае на правую сторону у меня. И здесь мы тоже столбиками без накида присоединяем две части сумки друг к другу. Чем чаще будет у вас шаг, больше количество стежков, тем лучше. Тогда у вас полотно не будет стянутым. Теперь мы снова расширяем петлю и закрываем ее. Не отрезаем нитку. И далее мы переходим на донышко сумки. Здесь у нас хорошо видны петли. Переносим нитку, делаем сначала воздушную петлю. И далее присоединяем две стороны друг к другу. Также вяжем обычными столбиками без накида. Вначале делаем 2 столбика без накида подряд. И затем мы вяжем 2 столбика без накида в одну петлю, то есть делаем прибавку. И так продолжаем.
вяжем 2 подряд и 1 прибавка. Вот так мы с вами связали до конца ряда. Здесь тоже не принципиально важно, сколько петель, но примерно, как я вам сказала, 2 петли, 1 прибавка. Опять закрываем петлю, не отрезаем нитку. И опять переносим нитку на боковую сторону и провязываем точно так же, как с другой стороны, столбиками без накида. И теперь нам осталось соединить вторую боковую сторону точно так же, как с другой стороны. Мы закончили, присоединили все стороны сумки друг к другу. Теперь мы ниточку не отрезаем, опять просто расширяем петлю и проносим клубок через нитку, закрываем петельку. Теперь мы смотрим на внутреннюю сторону сумки, нам нужно ее вывернуть. Аккуратно выворачиваем сумку внешней стороной наружу. Можно аккуратно расправить углы, придать сумке правильную форму. И теперь нам нужно привязать ручки к верху сумки. Для этого я взяла маркеры и расставила их напротив друг друга, где у меня будут располагаться ручки сумки. Итак, давайте посмотрим. От начала ряда отступаем 10 петель. Затем на следующие 4 петли мы привязываем полукольцо. Здесь в середине должно быть 12 петель. Затем опять 4 петли для следующего полукольца. И до угла 10 петель. И точно так же с другой стороны 10, 4, 12, 4 и последние 10. При этом обратите внимание, что ручки сумки должны располагаться напротив друг друга симметрично. Итак, мы продолжаем вязать. Теперь вяжем по кругу, вводим крючок за 2 полупетли. Вначале делаем 1 воздушную петельку и затем вводим крючок опять в эту же петлю и вяжем 10 столбиков без накида. Далее мы присоединяем полуколечко. Первый маркер убираем. Берем нашу ручку для сумки. Вот это у нас внешняя сторона. Это внутренняя сторона. И вот таким образом мы прикладываем ручку к сумке вверх ногами, внутренней стороной наружу. И далее через полукольцо провязываем следующие 4 столбика без накида.
Далее вяжем 12 петель. Теперь присоединяем второе полуколечко на следующие 4 петли. И далее вяжем 10 петель до угла. Здесь обратите внимание, в том месте, где у нас идет шов, мы провязываем дополнительный столбик без накида. Далее продолжаем. Точно так же, как с другой стороны, провязываем 10 петель. При этом здесь у меня кончик нити, который я провязываю внутри петель. И далее мы продолжаем и пришиваем вторую ручку к верху сумки. Довязываем до конца ряда, и в конце у нас тоже будет дополнительный столбик без накида над швом. Итак, мы закончили с вами, и как я уже говорила, в конце вот здесь над шовчиком мы тоже делаем один столбик без накида. Итого должно получиться 82 петли. Далее вяжем последний ряд, вводим крючок за одну полупетельку и вяжем соединительными столбиками в каждую петлю. Так провязываем 82 петли. И на этом заканчивается у нас вязание. Отрезаем кончик нити и прячем его. Далее мы с вами вяжем держатели для замочка. Оставляем длинный кончик 20 сантиметров. Вначале я забыла, нужно было сделать узелок. И затем набираем 7 воздушных петель. И далее нашим обычным узором мы вяжем 6 столбиков без накида в первом ряду и во всех следующих рядах тоже по 6 петель.
Итак, мы с вами продолжаем вязать до высоты 13 рядов по внешней стороне. Мы закончили. Давайте посчитаем. Вот у меня внешняя сторона. По этой стороне должно получиться 13 рядов, по 6 петель в каждом ряду. Это внутренняя сторона, здесь 12 рядов. В конце кончик нити отрезаем и прячем. Далее устанавливаем портфельный замочек на держатель для замка. Теперь нам нужно пришить держатель вместе с замочком к сумке. Прикладываем примерно вот на этой высоте и ровно посередине на 6 петель пришиваем эту полоску к сумке. Далее продолжаем, пришиваем и кончик нити в конце прячем. Теперь нам нужно установить нижнюю часть замочка по передней стенке сумки. Дело в том, что достаточно толстая получается сумочка, и усики на нижней части замка не проходят сквозь
все полотно сумки, поэтому здесь я показываю небольшой лайфхак, что мы можем сделать. Мы можем взять 2 ниточки и с помощью них присоединить замочек к сумке. Продеваем кончики нити внутрь сумки и затем внутри мы их просто завязываем. Попарно завязываем ниточки внутри сумки и прячем кончики нити. И вот замочек у меня готов. Теперь мне осталось только прицепить колечки по бокам сумки, и на кольца я цепляю готовый кожаный ремешок. Если у вас осталась еще пряжа, вы можете сделать вязаный ремешок. Посмотрите в предыдущих видео, у меня есть дополнительные видео о том, как связать ремешок для сумки из полиэфирного шнура. И вот наша сумочка полностью готова. Вот такая небольшая, но очень хорошо держит форму сумка у нас получилась.
Давайте измерим нашу сумку. У меня получилась ширина 22 сантиметра и высота 19 сантиметров. Надеюсь, вам понравился этот видео-мастер-класс. Делитесь вашими работами в инстаграме. Отмечайте меня под вашими видео и фото. Мой аккаунт nitka.kz. Также подписывайтесь на мой канал. Я желаю вам приятного вязания и до новых встреч!